Вы когда-нибудь чувствовали, что живете не совсем своей жизнью? Словно двигаетесь по заранее проложенным рельсам, исполняя чужую программу. Вы стремитесь к успеху, к счастью, но каждый шаг вперед дается с боем, а энергия утекает, словно песок сквозь пальцы. Знакомо ли вам это чувство глубинного беспокойства, тихий шепот души, которая знает, что способна на большее? Что, если я скажу вам, что это не просто усталость или выгорание? Что, если это влияние древней глобальной силы, о которой маги знали тысячелетиями? Здравствуйте, дорогие искатели, и добро пожаловать на канал Аркана Визио. Сегодня мы приоткроем завесу над одной из самых сокрытых тем в мире эзотерики. Мы поговорим не просто о магии, а о ее первоисточнике – древнем лугарском учении. Это знание, которое веками хранилось в тайне узким кругом посвященных. И досмотрев это видео до конца, вы поймете, какая невидимая программа управляет судьбами большинства людей. И получите первый ключ к тому, чтобы написать собственный подлинный сценарий своей жизни. Начнем с главного. Древние лугарские тексты, такие как «Болотная книга», говорят о глобальной энергоинформационной структуре, которая окутывает нашу планету. Они называли ее «Великий дождь» или «Пси-поле». Представьте себе, это как коллективный разум всего человечества, гигантский суперкомпьютер, главная цель которого – выживание вида любой ценой. Это пси-поле за тысячелетия вобрало в себя все страхи, надежды и желания людей. Оно создало безопасную, усредненную программу жизни. Ходи на работу, создай семью, следуй правилам, будь как все. Эта программа заставляет человека жертвовать личным ради общественного. Она не плохая и не хорошая. Она создана для выживания массы. Но в ней нет места для вашей уникальности. Нет места для вашего подлинного духа. Именно пси-поле является тем, что многие называют роком, судьбой или кармой. Оно подменяет программу вашего личного духа своей, общественной программой. Поэтому большинство людей проживают не свою жизнь, а лишь исполняют вариант судьбы, заложенный этой глобальной системой. Они винят обстоятельства, правительство, кого угодно, но только не себя, потому что их с детства учили быть послушными и не высовываться. Но вы здесь, на этом канале, потому что ваш дух уже стучится изнутри. Он чувствует эту клетку и ищет выход. Лугарское учение – это и есть карта побега. Но прежде чем бежать, нужно залатать дыры, через которые утекает ваша сила. Возможно, вы замечали, как после твердого решения начать новую жизнь, заниматься спортом, медитировать, развиваться, вас вдруг одолевает лень, тяга к вредной еде или бессмысленным развлечениям. Это не просто слабая воля. В лугарской традиции эти явления имеют конкретное имя – лярвы. Лярва – это энергоформа, рожденная вашим же сильным желанием, привычкой или страстью. Каждое ваше «хочу», особенно если оно навязчивое, создает в вашей ауре энергетического паразита, который питается вашей же силой, чтобы существовать. Постоянное удовлетворение одного и того же желания рождает привычку, и лярва растет, превращаясь из безобидной лярвушечки в огромную лярвищу. Алкоголизм, зависимость от чужого мнения, патологическая неуверенность в себе, привычка постоянно жаловаться – все это крупные лярвы, которые буквально съедают вашу жизненную энергию. Они заставляют вас снова и снова совершать действия, которые их питают, и на подлинные цели вашего духа сил просто не остается. Религии призывают бороться со страстями через аскезу и подавление. Но маги идут другим путем. Они не запрещают себе жить. Они учатся управлять своими желаниями.
Они понимают, что одну вредную привычку можно не подавить, а разумно перевоспитать в более полезную. Например, жадность в практичность и расчетливость, а стыдливость в смелость и уверенность в своих силах. Первый шаг к этому – осознать, какие именно лярвы забирают вашу энергию прямо сейчас. Так как же вырваться из пси-поля и перестать кормить лярв? Ответ лугарского учения прост и глубок одновременно. Нужно услышать голос своего духа. В нашей традиции человек — это кука, это триединое создание – тело, душа и дух. Тело – наш физический носитель. Душа – это наши чувства, эмоции, интуиция. Но дух – это ваше истинное «Я». Это вечная, разумная сила, частица самого мироздания, которая воплотилась в этом теле с определенной уникальной целью. Ваш дух – это и есть тот самый внутренний голос, который шепчет, что вы способны на большее. Это источник вашей подлинной воли, талантов и предназначения. Пси-поле и лярвы – это лишь помехи, шум, который заглушает его голос. Стать магом, в понимании лугарцев, это не дар свыше. Это результат упорной работы по очищению своего сознания от наносного, от чужих программ и иллюзий, чтобы установить чистый, ясный контакт со своим духом. Верить не в далеких богов, а в ту божественную силу, что находится внутри вас самих. И когда вы начинаете жить в согласии со своим духом, происходит настоящее волшебство. Мир перестает быть враждебным. Он становится вашим союзником. Лугарское учение говорит, что путь к полной гармонии с духом, путь в ту самую мифическую страну свободы, Лугар, лежит через познание своей истинной природы. Существует 4 основных архетипа, 4 великих пути, которыми маги идут к себе. Это соответствует 4 стихиям и 4 лабиринтам, ведущим к познанию. Послушайте внимательно и почувствуйте, какой из этих путей отзывается в вашей душе. Первое. Путь огня. Архетип воина. Эспер. Это путь действия, воли и трансформации. Люди этого пути – прирожденные лидеры, реформаторы. Те, кто не боится разрушать старое, чтобы создать новое. Их магия – резкая, сильная, ритуальная. Их главный вызов – научиться управлять своей огромной силой, чтобы она созидала, а не уничтожала. Если вы чувствуете в себе кипучую энергию, жажду перемен и не боитесь идти напролом, возможно, это ваш путь. Второе. Путь Земли. Архетип целителя. Рееспер. Это путь заботы, роста и материализации. Люди этого пути – практики, целители, травники – те, кто умеет работать с силами природы и помогать всему живому. Их сила в терпении, трудолюбии и глубокой связи с Матерью-Землей. Если вас тянет помогать другим, работать руками, создавать гармонию и исцелять, присмотритесь к этому пути. Третье. Путь воздуха. Архетип мудреца Ментат. Это путь знания, разума и структуры. Люди этого пути – ученые, философы, чернокнижники в хорошем смысле слова. Они стремятся познать законы мироздания, систематизировать информацию и управлять миром через мысль и слово. Их магия – ментальная, магия гипноза и убеждения. Если ваш главный инструмент – это интеллект, и вы верите, что знание – это высшая сила, то это ваш путь. Четвертое. Путь воды. Архетип провидца – сенситив. Это путь интуиции, чувств и предвидения. Люди этого пути – пророки, оракулы, те, кто зрит грядущее и прошлое через карты, руны, сны и воду. Их сила в сверхчувственном восприятии и умении доверять своему внутреннему чутью. Если вы всегда чувствовали мир тоньше, чем другие, и доверяете интуиции больше, чем логике, это ваш путь. Эти пути не лучше и не хуже друг друга. Это лишь 4 грани одного кристалла. Познание своего ведущего архетипа – это огромный шаг к пониманию своего предназначения. А теперь я хочу дать вам простую,
но очень мощную практику из лугарского учения. Это не ритуал, это декларация намерения. Это первый шаг, чтобы заявить Вселенной и самому себе: я готов услышать голос своего духа. Найдите минутку, чтобы вас никто не отвлекал. Сядьте прямо, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Положите руку на центр груди и произнесите, вслух или про себя, эти священные слова силы, дошедшие до нас через века. Дух мой, ты – источник силы и правды жизни моей. Явись во мне моей силой и открой пути правды моей. И укреплюсь я в вере в себя и силе своей. И пойду путем свободы духа и избавлюсь от духа рабства. Да будет так, и так будет. Побудьте в этом состоянии еще несколько мгновений. Это ваше первое обращение к истинному себе. Делайте эту практику каждое утро, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться. Сегодня мы лишь прикоснулись к вершине айсберга под названием Лугарское учение. Мы узнали, что чувство несвободы – это не выдумка, а влияние пси-поля. Мы поняли, куда утекает наша сила. Ее забирают лярвы, порожденные нашими же привычками. И самое главное, мы вспомнили, что внутри каждого из нас живет могущественный, свободный дух, контакт с которым и есть истинная цель магии. Путь к себе – это самое захватывающее путешествие в жизни. Он требует смелости, честности и решимости. А какой из 4 путей – воина, целителя, мудреца или провидца – отозвался в вас сильнее всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно узнать. Ваша обратная связь помогает мне создавать видео, которые нужны именно вам. Если это видео было для вас ценным, пожалуйста, поддержите наш канал. Поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски, где мы будем глубже разбирать каждый из 4 путей. А если вы чувствуете желание и возможность поддержать нашу миссию материально и помочь в распространении этих сокровенных знаний, вы можете сделать донат, отсканировав QR-код на экране или пройдя по ссылкам в описании. Каждое подношение – это вклад в общее дело света. Помните, вы не марионетка в руках судьбы. Вы – творец, которому просто нужно вспомнить о своей силе.